Этот игрок потратил около миллиона попыток на прохождение одного из самых сложных уровней в Geometry Dash. Знакомьтесь, это Lil Geek. И сегодня я расскажу его историю прохождения, которая началась несколько лет назад. Представьте себе образ обычного игрока в Geometry Dash. О чем он думает? Как бы пройти новый уровень, если это Slayer, или как бы построить что-нибудь, если это креатор. Желания и мечты в рамках игры у всех одинаковые, и наш игрок не является исключением. Lil Geek начал свою слэерскую карьеру с прохождения Тhanatophobia 4 года назад, и за 2 года дошел до прохождения The Golden, топ-23 демона на тот момент, на который он потратил больше 100 тысяч попыток. Темпы его прогрессии были колоссальными. За 2 года он преодолел путь от легких демонов до топовых экстримов, и сделал он это благодаря очень большому плейтайму. В течение 2 лет Lil Geek почти каждый день играл, совершая сессии по несколько часов, и именно это ковало его достижения. Lil Geek не блистал скиллом. Любые его прохождения достигались огромным трудом, но он привык не обучаться при прохождении уровней, а превозмогать, что определило его отношение к слэерству. Пройдя определенный уровень сложности, Lil Geek захотел прыгнуть выше себя и, дойдя до планки топовых уровней, решил исполнить свою главную амбицию – прохождение самого сложного уровня в Geometry Dash, коим на тот момент был Acheron. Здорово, ютубище, с вами Акатовский, и сегодня я расскажу вам историю самого безумного прохождения в Geometry Dash, а именно историю Lil Geek. Но перед началом я предлагаю вам подписаться на канал, а взамен я упомяну вас в следующем видео. Как этих ребят. Я надеюсь на вашу поддержку, ведь этот ролик я делал очень долго. Мне буквально пришлось написать целое эссе для того, чтобы рассказать вам эту историю. Однако эссе это не только для видеороликов на ютубе. В процессе учебы вы пишете много работ, и с ними вам поможет сервис Автор24. На этом сайте вы можете найти себе эксперта, который поможет вам справиться с любым заданием, будь то контрольная работа, реферат или даже диплом. Вы можете просто подать заявку на выполнение задачи, и на него откликнутся квалифицированные специалисты, которые быстро помогут вам с нужной темой. А удобный чат со специалистом поможет уточнить некоторые нужные вам вопросы и бесплатно сделать правки при необходимости. Переходи по ссылке на сервис Автор24 в описании и используй мой промокод при пополнении или оплате. Итак, Lil Geek после The Golden берется за самый сложный демон на тот момент – Acheron. И ничего не предвещало беды. Lil Geek, несмотря на слишком серьезный прыжок в сложности, имел достаточно опыта, чтобы как-то играть в этот уровень, и все начиналось неплохо. В начале прохождения он сумел поставить несколько прогрессов и даже пройти последнюю треть уровня за 50 тысяч попыток. Кажется, будто для таких прогрессов попыток слишком много, но Lil Geek слишком спокойно к этому относится. Он со спокойным видом оценивал, что для конца прохождения потребуется 1700 попыток. Lil Geek признавался, что он достиг предела своего скилла. The Golden дался ему слишком тяжело, и во время его прохождения он понял, что пробить стену скилла он может только бесконечной выработкой, отчего его игра давно перешла от скилл-челленджей к ментальным. Именно в ментальной слабости он видел причину, почему игроки не добиваются высот, и это он хотел превзойти. Теперь вы понимаете, насколько это тяжелое прохождение в моральном плане. Но пока все идет неплохо. Еще в начале своей игры он поставил прогресс 40-100% и сразу перешел к закрытию новой стадии, которая станет для него самым сложным опытом в его карьере. 21 августа, сразу после нового прогресса, он начал делать попытки в прохождении следующего рана в 28-100%. И на тот момент количество попыток переваливало за 70 тысяч. И в целом прохождение шло нормально. Сначала он чуть не повторил свой прошлый прогресс, потом сделал 57-100%, потом дошел до 62% с первой четверти уровня и застрял на этих процентах на следующие сотни тысяч попыток. Но в чем дело? Acheron — это не особо приятный для игры уровень. Он создавался в сеттинге старых геймплеев и, будучи топ-1 демоном, держал свою сложность из-за особых единичных моментов и кликов, или как еще их называют, чокпоинтов. Первый чокпоинт уровня встречает нас прямо на первом клике. Здесь стоит традиционный тройной шип прямиком из Тартаруса. На нем набивается очень много попыток, и его трудно прожать, ведь всегда нужно держать концентрацию.
Дальше сложный пролет на 22%. Я не общался с другими игроками, прошедшими Ахерон, но как говорил сам Lil Geek, на этой части выстроить паттерн прохождений просто нереально, из-за чего он импровизировал каждый раз, когда доходил туда. Следующий момент находится почти в аккурат предыдущему, а именно на 25%, клик на котором считают сложнейшим в уровне. Мало того, что сам пролет достаточно узкий, так еще он идет после быстрых паттернов, из-за чего иметь точность на нем очень сложно. Вся первая часть дропа считается одним большим чокпоинтом из-за сильной концентрации сложности. Дальше все становится лучше, пока мы не достигаем второй половины уровня. Клик на 62% пожалуй одна из самых сложных частей во всем уровне. Мало того, что сам клик невероятно сложен из-за кривого перехода, так он еще полностью зависит от предыдущих нажатий, что сильно увеличивает рандом. Хотя этот клик, возможно, не самый сложный, прожать его было невероятно сложно. Он является предзнаменованием сложных частей, которые начинаются с 81% и идут до конца уровня. Главная особенность концовки в том, что она грамотно манипулирует волнением игрока, дошедшего до конца с нуля. И делает это благодаря непоследовательным кликам, которые убивают вас, если вы следуете паттернам по инерции. Я описал лишь некоторые части уровня, но теперь представьте, что помимо них существует еще остальная часть сложного экстремального геймплея. А теперь представьте, вы играете в уровень уже 400 тысяч попыток. И с нуля сначала проходите первые части дропа, потом парируете все вейвы, потом проходите 62% и заходите на последние части. Представьте, как тяжело это воспринимается, и как волнуется игрок, дошедший до таких процентов. А такое состояние Ахерон не прощает. Конец уровня слишком брутален, и все дошло до того, что Lil Geek просто зациклился на этой части. Lil Geek прошел ран в 28-100% спустя целый месяц, набив с предыдущего рана 150 тысяч дополнительных попыток. Он играл в этот уровень каждый день, зачастую по 6-8 часов, и даже после такого пройденного испытания он не сбавил темпы. Через месяц он достиг 49% с нуля, потом сделал ран с 70 до 96%, а после поставил 60% с нуля. За 4 месяца Lil Geek потратил больше 330 тысяч попыток, и его темпы новых прогрессов давали огромные надежды. Предвидя скорое прохождение, Lil Geek стал отдаваться этому уровню, тратя на него большую часть своих дней, и все шло гладко. Через 5 дней после нового рекорда он достигает 67% трижды. Через 3 дня 72%, а еще через несколько дней 82%. Прохождение перешло в финальную фазу, но что-то пошло не так. Lil Geek начал чувствовать сильное перенапряжение от стресса, вызванного этим уровнем. Когда ты каждый день играешь по несколько часов в день в откровенную рулетку с мизерным шансом на победу, твое ментальное состояние начнет угасать. Вдобавок к внутреннему давлению, скопившимся за эти сотни тысяч попыток, Lil Geek навязал себе противостояние с более скилловым игроком под ником Nethermind, которому почти сразу проиграл, не оправдав свои ожидания вновь. Да, победа была близка, но то огромное давление, которое он создавал себе сам, ухудшало ситуацию все сильнее и сильнее. До рекорда в 83% игра шла в рост. Получались большие раны, становились новые рекорды, но в один момент все буквально остановилось. Lil Geek не перестал прикладывать усилия к уровню, скорее наоборот, пытался сломать ту стену, которая перед ним появилась, но все более нарастающее напряжение заставляло концентрировать внимание на фейлах, и так держаться было уже невозможно. Несколькими минутами ранее мы затронули отношение Lil Geek к игре. Мы говорили о том, что он слишком критично относится ко всему, но его ментальное состояние после захождения на эту черную полосу очернело окончательно. Теперь он не играл, а жил с мыслью о том, что если он не пройдет этот уровень, он ничего не стоит. Именно для поддержания своего состояния он и начал конкуренцию с Nethermind'ом, после проигрыша в которой он совсем паник. С тех пор игра стала для него не более чем местом для проверки навыков, игрой, лишенной радости, преданности, ставшей откровенным рабством.
течение всего прохождения свои победы на этом уровне совершили 4 игрока, на которых он смотрел с чертовой завистью. Одним из тех игроков был Мизуки. Он начал свою игру в Ахерон в одно время с нашим героем и завершил прохождение за 144 тысячи попыток, флюком с Extreme Demon Auditory Breaker. Он за невероятное количество попыток сделал прыжок на сотни позиций вперед. Lil Geek наблюдал за его прохождением, и его переполняли эмоции. Он начал прохождение в то же время, с лучшими условиями, прикладывая больше усилий, но все равно остался аутсайдером. Все, чего он хотел, это быть лучшим игроком, но он проиграл. Честно говоря, я не понимаю, как он продолжил играть после всего этого, при условии того, что его скилл стал только хуже. За время, пока он убивался об стену Ахерона, его друг под ником Explode за короткое время прошел Extreme Demon Unknown. Это событие сильно разозлило Lil Giga и заставило гриндить этот уровень, чтобы догнать остальных. Он расправился с Unknown всего за 4 дня и 15 тысяч попыток, играя в уровень по 5 часов в день. Спустя 2 недели он пройдет еще один Extreme Demon под названием Midnight за 16 тысяч попыток, впервые за долгое время играя меньше 5 часов в день. Он все еще грезил возвращением к Ахерону, так как считал уровень первостепенной целью, однако из-за такого перерыва ситуация стала значительно хуже. К этому моменту в свет вышло обновление 2.2, которое в разы усложнило геймплей, поменяло многие паттерны и тайминги, из-за чего учиться играть пришлось заново. Это демотивировало его еще сильнее, надломало так, что почти весь 24 год Lil Geek не делал никаких прогрессов. В начале года он все же смог дойти до 85% на 2.2, но такие прорывы больше не повторятся. Во время восстановления консистента Lil Geek навязал себе очередную гонку, на этот раз с игроком под ником Thunder, за прохождение Ахерона на версии 2.2, но наш герой снова в ней проиграл, из-за чего сильно расстроился. Он писал, что сложно оставаться мотивированным, когда, потратив на уровень 500 000 попыток в общем, чтобы попытаться пройти его без CBF, какой-то чел тратит 38 тысяч попыток и проходит весь уровень за 1,5 недели. Его не волновало, что одного из лучших игроков он назвал каким-то челом, что он играет в непривычных условиях, нет. Его волнует лишь то, что он проиграл в этой мнимой гонке. На свои слова он риторически ответил, мол, думаю, мы справимся с этим. И этой фразой можно охарактеризовать весь его путь. Все было бессмысленно. Я удалил свой аккаунт в Дискорде и практически бросил все на целый месяц. Однако однажды я понял, для чего на самом деле играл. Игра, которую я любил, не стоила того, чтобы бросать ее только потому, что я чувствовал, что я в ней никудышен. После этих слов Lil Geek вернулся в игру и начал прохождение The Hallucination. Он выбрал этот уровень из-за крутой музыки и декораций, подумав, что он насладится им. Как он был неправ. Он и не подозревал, что The Hallucination станет одним из худших его опытов в игре. Ему понадобилось больше 100 тысяч попыток, чтобы пройти этот уровень, и если коротко, у него было целых 7 смертей в конце, при условии, что ничего сложного в финальной части не было. После такого ужасного опыта он вернулся к Ахерону. Он сказал себе и другим, что возвращается к Ахерону только потому, что ему не во что играть. Однако на самом деле он не смог смириться с тем, что бросил свою главную мечту в своей карьере. Однако возвращение не задалось сразу. Он забыл все паттерны и части, его прошлые способы игры из-за постоянных переучиваний просто не работали, и ему пришлось начинать все сначала. Он буквально плакал от того, что ему сама игра напоминала о тех усилиях, которые он приложил и которые он просто бросил. Казалось, это не закончится никогда. Однако его прогресс после возвращения был просто сумасшедшим. За 3 дня он сделал ран с 36 до 100%, а за 5 дней он дошел до 96% с нуля. Он буквально случайно прошел все самые сложные части на 80+%. Еще недавно он был готов бросить игру, а теперь судьба дает ему возможность завершить начатое. Через 2 дня Lil Geek ставит новый рекорд в 97%, который он тоже считает случайностью. И несмотря на такой потрясающий прорыв, он не был ему рад. Он вновь сказал себе, что дойти до конца снова будет уже невозможно. И ему стало очень грустно от того, что был буквально в 3 кликах от победы. Тем не менее, его настойчивость была настолько безумной, что он просто продолжил играть до того самого момента.
17 мая, спустя 2 года игры, Lil Geek проходит Ахерон за 930 тысяч попыток. I just beat Acheron! I just beat it! What? I just beat it! I just fucking beat it! You did? I just beat it! Holy I just beat it, dude! It's Это прохождение очень многое значит для него. Оно стало показателем несгибаемости его воли и вывело его достижения в топовый тир. Он много раз признавался, что Geometry Dash для него это площадка для развития, и играет он по несколько часов в день лишь для того, чтобы постоянно становиться лучше. Его история Ахерона далеко не пример того, как правильно поступать. С одной стороны, он потерял слишком много времени и сильно отстал от своего потенциала. Но с другой стороны, доказал всем, и прежде всего себе, свою устойчивость. Много игроков, прошедших с ним через эту историю, говорили ему, мол, ты всегда можешь бросить уровень. Но он шел несгибаемо, даже не думая о дропе уровня, и лишь под конец свернув с пути, чтобы вернуться вновь.